Принесли еще вот такую соковыжималку. Тоже якобы не работает. Сейчас будем разбираться и смотреть, что да как. Почему не работает. Длительный диагноз. Вот она защелкнута. Вот эта штука не крутится. Тут вот должна давать ей включать, но это типа как бы предохраняет. Может, что-то там сломалось. Сейчас разберем, посмотрим дальше. Кажется, поломка обнаружена. Вот эту вот открутил, да, низушку, она должна была легко сняться. Но так как я смотрю, вот здесь видно потеки сока. Здесь сок бежал, видать. И она прилипла сильно-сильно. Я даже не мог ее отсюда оторвать. Обратил внимание на эту штуку. Это крутилка с обратной стороны. Она не хотела вытаскиваться. Вот там вот так стоит. Потому что она была прилипшая. И вот тут внутри узко. Получается, она внутри тоже прилипла все. Потому что защитная колбочка. Все. Ну-ка, фокусируйся. Все в соке высохшем. В капельках. Возможно, что она приклеилась. Сейчас пойду водичкой ее помою. Посмотрим, будет она шевелиться или нет. Вот я ее в воде тепленькой помыл. Все, начала двигаться. Уже работает. Смазывать не буду, потому что это пластмасса, не дай бог что-нибудь разъест, приклеится. В каждом масле они же моющие, там всякие растворители. Эту штуку сейчас поставлю и проверю, как работает. И все так было сложно. Туда дальше пока лезть не буду. Вот собрал. Обязательно, когда будете проверять вот эту штуку, даже если она как у меня разобранная вся, эти запчасти нету, да, поставьте вот эту штуку сюда, вот эту и оденьте вот эту, потому что она наверх уходит, там стоит внутри микровыключатель, который когда поднимается, он включает. Это якобы защита, чтобы руки не отрезали. Ну вот, и проверяем. Дело было, как говорится, не в бобине. Сок налит был в кнопки. Так что вот так вот, ребят, если кто с руками, разбирайте все, сами делайте, нечего тащить. А в ремонте в мастерской с вас бы содрали кучку денег. Все, делайте все своими руками, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока, мира и добра, счастливо.